Ты ради этого тусишь? Ба, тебе и вправду 17. А ты зачем тусишь? Чтобы набубениться по самый бубен, сынуля! Рик Санчес. На самом деле тот случай, когда персонаж намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Первоначально зрители восприняли Рика поверхностно, как гениального, но аморального ученого. Однако развитие сериала демонстрировало постепенное развитие его характера, что привело аудиторию от восхищения до сопереживания, а затем и к глубокому переосмыслению его мотиваций и поступков. Я могу смириться с этим, но мне в любом случае насрать. В первом сезоне Рик предстает как воплощение антигероя, обладающего острым умом, но лишенного моральных ориентиров. Когда мы дойдем до таможни, ты возьмешь те семена с собой в туалет и засунешь их глубоко себе в задницу, Морти. Его поведение от алкоголизма до манипуляций с членами семьи делает его скорее отрицательным примером, который, тем не менее, привлекает зрителей своей харизматичностью. Такой выбор авторами сериала явно был сделан намеренно, для того, чтобы захватить внимание не только традиционной аудитории научной фантастики, но и более маргинальных зрителей. Да, знаешь, что я хочу сказать по этому поводу? Сериал находит новых поклонников взрывной динамикой. К началу второго сезона Рик и Морти в равной степени интересен как самым затертым гикам, так и неформалам всех мастей. И если в первом примере все понятно, гик-сообщество заранее возводит Рика в ранг культовых персонажей, считая его современным переосмыслением Эммета Брауна из «Назад в будущее», в то время как уже во втором примере зрители начинают фанатеть по герою, который ведет разрушительный образ жизни, не просыхает, оскорбляет окружающих, лицемерит, употребляет наркотики и демонстрирует свое превосходство, унижая членов своей семьи, оставаясь при этом крутым. Его харизма и мнимая свобода от общественных правил сделали его культурной фигурой. Это плохой пример для подражания, но Рик ним стал. И эти крошки только что спасли эту залившую тусу! Вабла-бда-да! Врубите что-нибудь! Кто-нибудь врубите что-нибудь! Самое ироничное, что, будучи кумиром для тех, кто восхищается его антисоциальным поведением, Рик в будущем неожиданно становится примером для противоположного, демонстрируя положительные черты своего характера. Рик взрослел и развивался на протяжении всех сезонов. Его постепенное осознание ценности семьи и попытки примириться с собой незаметно привели к переосмыслению персонажа и вдохновили зрителей, которые следили за его трансформацией. Что, как по мне, очень сильный трюк. Вабла-ба-даб-дабс! Примечательно еще, что фраза «ваба-лаба-даб-даб» стала попкультурным явлением, резонирующим даже за пределами целевой аудитории. Не знаю, намеренно это было сделано или нет, но мем сумел выйти за рамки шоу, и какое-то время эту фразу можно было услышать даже от тех, кто не был знаком с Риком и Морти. Хороший пример того, как юмористический элемент может затмить собой трагическую историю персонажа. Вы согласны, да? Понравилась отсылка? Представьте себе, я ее выдумал. Однако, несмотря на провокационное поведение Рика, по мере развития сериала становится очевидно, что за фасадом безразличия и цинизма скрывается личность, испытывающая глубокую внутреннюю боль. Уже в первом сезоне птичья личность объясняет значение фразы «ваба-лаба-даб-даб» как выражение страдания. Это означает «я испытываю сильную боль, помогите». Ну тогда у меня для тебя новость, он говорит с иронией. Нет, Морти, твой дед действительно испытывает сильную боль. Идея подкрепляется в следующем сезоне сценой с попыткой самоубийства после разрыва с Юнити. Эти эпизоды инсценируют второй уровень восприятия Рика, где он воспринимается не только как источник юмора, но и как объект глубокой рефлексии, связанной с его трагическим образом. Подробнее хочу остановиться на сцене с лампой, которая подчеркивает депрессивное состояние Рика и его неспособность справиться с эмоциональной болью. Сцена становится ключевым моментом в понимании масштаба внутренней боли Рика, особенно для зрителей с суицидальными наклонностями. Сцена вызвала сильный отклик в фандоме, где многие обсуждали ее как момент, отражающий их собственное внутреннее переживание. Реакции аудитории включали как анализ сцены с точки зрения ее символизма, так и личные истории зрителей, нашедшие в ней жизу. Дед Рик, а что случилось с Юнити? С кем? А, Юнити. Попытка самоубийства Рика привлекла внимание аудитории, отражая ее собственные внутренние конфликты. Однако в будущих сезонах Рик на своем примере демонстрирует, что смысл жизни можно найти. В фандоме этот аспект часто обсуждают как один из самых вдохновляющих моментов сериала, подчеркивающий его способность к эмоциональной связи с аудиторией. Так или иначе, попытка самоубийства Рика открывает самый настоящий портал в ад. Становится очевидно, что Рик не такой легкомысленный, как это могло показаться в первом сезоне. Однако истинная причина, по которой Рик закрывает настоящего себя броней, остается загадкой, что подталкивает зрителей к поиску правды. Зачем мы все это делаем для кого-то, кто заботится лишь только о себе?
Даже самый невнимательный зритель очень быстро начинает замечать, что слова Рика расходятся с его поступками. Как бы сильно он не пытался казаться равнодушным злодеем, он таким не является. Одним из наиболее ярких примеров расхождения между словами и действиями Рика проявляется в его отношении с Морти. Хотя он и утверждает, что ему безразлична судьба внука, Рик неоднократно жертвует собой ради его спасения. Подобные эпизоды включают сцену из первого эпизода второго сезона, где Рик отдает Морти единственный способ выжить, подчеркивает, что его цинизм – это лишь маска, скрывающая глубокую привязанность к семье. Саммер просто гиперэмоциональный, надоедливый маленький. Так что же это было за слово? Человек! И это ваша семейная черта! Подобное поведение характерно и в его отношении к Саммер, чья независимость и решительность вызывают у него искренние эмоции, несмотря на его внешнее равнодушие. В первом эпизоде 6 сезона Рик обращается к искусственному интеллекту с голосом своей мертвой жены и упоминает, что Саммер напоминает ему ее, подчеркивая, насколько важна внучка для Рика. У нас есть внуки, Саммер как раз внучка. Она вытащит меня отсюда. Она напоминает мне тебя. Правда? Она тоже мертва? Показательный также эпизод из серии «Поезд истории», где Рик неожиданно для себя плачет, переживая, что Саммер покидает семью. Более того, эти сцены иллюстрируют его неспособность выразить свои чувства прямо, что делает его взаимодействие с членами семьи одновременно трогательными и трагичными. Этот говнюк берет все хорошее, Морти! Погоди, это вообще канон? Вполне мог быть! Рассказ Рика о смерти его жены, вызванный Праймом, долгое время оставался объектом сомнений среди фандомов из-за ненадежности самого повествования. Тем не менее, последующие сезоны подтверждают эту версию, углубляя трагическую предысторию Рика. Потеря семьи становится катализатором его саморазрушения, а неспособность отомстить – источником экзистенциального кризиса. Травма формирует его отношение к другим. Рик окружает себя персонажами, которые разделяют его ощущение неудачи, что делает его одновременно сострадательным и разрушительным. В сообществе фанатов активно обсуждается, как эти взаимодействия показывают сложность отношения Рика с окружающими и его внутреннюю борьбу с чувством вины. Это подчеркивает фундаментальную тему сериала – борьбу между стремлением к связи и желанием изолироваться от боли. Почему? Потому что я не хочу, чтобы он снова ушел, глупый ты придурок! Подобные элементы особенно заметны в отношениях Рика с его дочерью Бет, где он одновременно пытается сохранить с ней связь и избегает прямых эмоциональных обязательств. То же самое можно наблюдать в его взаимодействии с птичьей личностью, где дружба, основана на понимании и общей боли, часто нарушается из-за недоверия и враждебности. Эти параллели усиливают центральную идею сериала о сложности человеческих отношений и их противоречивости. И никаких подземных раскопок без нашего ведома. Ладно, ладно? Типа, ладно, и ты телепортируешься куда-нибудь и больше не вернешься? Нет. 7 сезон сериала вносит неожиданный поворот. Появление альфа-устройства ставит под сомнение уникальные страдания Рика C-137, указывая на то, что каждый Рик мог бы пережить подобную трагедию. Это вызвало бурное обсуждение в сообществе о том, как сериал балансирует между индивидуальностью персонажа и коллективной судьбой Риков. Это открытие побуждает зрителей пересмотреть ключевые аспекты его мотивации, а также задуматься о роли индивидуальности в условиях мультивселенной. Однако через эту волну переосмысления зрители находят, что индивидуальность Рика не в смерти жены, а в смерти дочери. В 5 серии 7 сезона, на примере Slow Mobius, мы наблюдаем, как работает альфа-устройство. Оно просто удаляет все версии персонажа со всех вселенных. Но в воспоминаниях Рика мы видим, что его жена была убита по-другому. Мы видим не удаление персонажа, а бомбу, которая выпадает из портала. Выходит, что жену Рика C-137 Прайм убил бомбой, а всех остальных альфа-устройством. И та самая бомба убивает не только Дайен, но и малышку Бет, дочку Рика, которая так никогда и не встретит Джерри и не подарит Рику внуков. Рик C-137 это единственный Рик, у которого просто не может быть своего собственного Морти. Новая семья, включая альтернативные версии Бет и ее детей, становится для него символом искупления и надежды. Этот поворот логично вытекает из предыдущей арки, где Рик теряет близких и пытается защититься от боли. Принятие новой семьи отражает рост Рика как его личности, его готовность принять ответственность и ставить интересы других выше собственных страхов и разочарований. Если ничто не имеет значения, с чего ты станешь это делать? Может, ты настолько незначительная, что нравишься мне? Может, это и делает тебя значимой? Может, я люблю тебя, может, из-за матери? Одной из самых сложных и противоречивых линий в истории Рика является его отношение с дочерью Бет. Рик часто избегает прямого выражения любви и привязанности к ней, но его действия горят громче слов.
В одном из эпизодов он представляет Бет возможность выбрать между жизнью в роли матери и реализацией ее собственных амбиций, создав для нее клона. Это решение показывает не только его уважение к ее свободе, но и желание защитить ее от эмоциональных конфликтов. Бет, в свою очередь, испытывает смешанное чувство к отцу. От восхищения его интеллектом до разочарования в его эгоизме. Тем не менее, именно в моменты уязвимости Рика их отношения становятся глубже. Он часто делится с ней своими сомнениями и страхами, что помогает Бет осознать, насколько он ценит ее. Именно благодаря этим сложным отношениям зрители видят, что Рик не только гений, но и человек, пытающийся искупить свои ошибки через поддержку и заботу своей дочери. В 8 серии 6 сезона эта тема ярко раскрывается через взаимодействие с Сакмастером. Несмотря на первоначальную неприязнь к бывшему супергерою, Рик помогает восстановить его репутацию в глазах дочери, показывая, как важно дать второй шанс и наладить отношения. Это мой охуенный батек! Это действие перекликается с его собственной борьбой за то, чтобы стать лучшим отцом для Бет, демонстрируя, что для Рика забота и искупление ошибок – это не просто слова, а конкретные поступки. Причем Рик снова идет самым сложным путем, делая Сакмастера героем в глазах его дочери, окончательно сглаживая их отношения, при этом максимально избегая всех сентиментальных прикосновений. Прикрываясь крутостью происходящего, принимает всю вину на себя, до конца скрывая присутствие дочери Сакмастера в этой истории. В конечном итоге, дочь Сакмастера не будет винить себя в смерти своего отца, и об этом знает только Рик и зрители сериала. И само существование подобных секретов приводит нас к еще одному персонажу, положительно влияющему на Рика. Я пришел не на терапию. Я просто хочу узнать, что люди твоего ремесла говорят об этой конкретной ситуации. Отношения Рика с психологом в сериале стали не только поводом для юмора, но и важным элементом его личностного развития. В одном из ключевых эпизодов, когда семья убеждает Рика посетить сеанс терапии, он сталкивается с необходимостью открыто говорить о своих эмоциях. Несмотря на его цинизм и саркастические замечания в адрес психолога, сцены демонстрируют редкие моменты рефлексии Рика, когда он осознает глубину своей боли и внутреннего конфликта. Психолог помогает ему взглянуть на свои отношения с семьей под другим углом, заставляя его задуматься о роли не только как гениального ученого, но и как отца и деда. Например, обсуждение о его постоянном стремлении к контролю над окружающими заставляет Рика пересмотреть свое поведение и принять больше ответственности за своих близких. Хотя он и не сразу признает ценность терапии, зрители могут заметить изменения в его подходе к решению семейных конфликтов после этих сеансов. Эти моменты добавляют глубину его образу, показывая, что даже самый циничный и разрушительный персонаж способен на внутренние перемены и рост. Крайние сезоны подчеркивают трансформацию Рика. Приняв новую семью, он становится менее разрушительным и более целостным. Теперь его взаимодействие с Морти, Саммер и обеими версиями Бет куда более мягкое и заботливое. Особенно важно, что несмотря на вражду с Праймом, Рик становится настоящим дедом для его внука, Прайм Морти. Такое символическое действие демонстрирует его способность дарить поддержку и любовь в самых неожиданных местах. Более того, воспитывая Морти, внука своего врага Прайма, Рик бросает вызов собственной травме. Это решение подчеркивает его способность принимать сложные эмоции и показывать, что прошлое не должно определять будущее. Этот поступок становится кульминацией его развития, показывая, что даже в условиях травмы и потерь можно найти смысл и построить нечто новое. Среди зрителей этот сюжетный поворот вызвал многочисленные теории и обсуждения, связанные с личностной трансформацией Рика. Таким образом, персонаж Рика Санчеса является сложным, но динамически развивающимся. Его путь – это не только борьба с внешними угрозами, но и глубокая внутренняя трансформация. Задав изначально низкую планку поведения, он создал себе пространство для значительного роста, делая эту трансформацию особенно заметной и вдохновляющей. Рик становится одновременно источником вдохновления и предупреждения о последствиях невыполнимых обязательств перед собой и близкими. Этот архетип продолжает вызывать интерес, представляя аудитории возможность исследовать темы травмы, ответственности и надежды. История Рика напоминает нам, что трагедия главного героя не обязательно должна приводить к его жертве, что даже в самых темных моментах есть шанс на искупление и восстановление, если мы готовы принять ответственность за свои поступки и открыть свое сердце близким. Урок окончен.